Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске мы продолжим рассказ о том, как силовики Лукашенко пытались атаковать Байпол. Будем задавать неудобные вопросы и находить ответы. Итак, чьи уши маячили за кризисом в Байпол? Кто является реальным теневым руководителем отколовшегося объединения силовиков Белпол? И при чем тут проделки КГБ? И кому было выгодно попытаться взорвать Лукашенко? Назовем его Мистер Икс. Мы осознанно храним в тайне все личные сведения об этом человеке. Во-первых, потому что мы не имеем права заниматься оперативной работой на территории чужого государства и передали всю нужную информацию польским спецслужбам для дальнейшей разработки. Во-вторых, мы защищаем личные данные фигуранта, опять-таки в рамках польского законодательства. Ну и в-третьих, чтобы избежать самосуда со стороны белорусов. Поверьте, зло все равно будет наказано, но исключительно в рамках правосудия. И начнем, как всегда, сначала. 9 августа 2022 года, в том числе и по инициативе Байпол, Светлана Тихановская создает Объединенный переходный кабинет Беларуси. В него также вошел Александр Азаров, как представитель по восстановлению правопорядка. В этот же день на личный аккаунт Азарова в Telegram написал бывший высокопоставленный сотрудник КГБ, тот самый Мистер Икс. Он сообщил, что уволился и уехал в Грузию вместе с семьей, чтобы там получить шенгенскую, желательно польскую визу и включиться в борьбу с режимом Лукашенко. Также он сообщил, что является уникальным специалистом в области национальной безопасности, оперативно-розыскной деятельности и так далее. Но его борьба в Беларуси малоэффективна, поэтому он хочет присоединиться к демократическим силам за рубежом. Он сослался на одну известную белорусскую журналистку, которая может его верифицировать. Мы пообщались с ней, и она подтвердила личность мистера Икс, а также упомянула, что в 2020 году он помогал протесту инструкциями. Однако потом это оказалось неправдой, как, впрочем, почти все, что он сообщал о себе. Но об этом позже. Чтобы подтвердить свои намерения, он переслал в Telegram-бот справку по ситуации в Украине. Хотя ничего важного в ней не было, мистер Икс настаивал, что обладает очень важной информацией, которую передаст только по приезду. Он стал навязчиво писать нам с просьбами побыстрее открыть визы ему и его семье. Давил на жалость, говорил, что у него заканчиваются деньги. Запомните этот факт, мы еще к нему вернемся. Мистер Икс убеждал, что в переходном кабинете нет специалистов его уровня, что он бросил высокооплачиваемую работу ради борьбы, а ему не хотят помочь. С его слов, уволившись из КГБ, он работал в руководстве частного предприятия, но потом это также не подтвердилось. Более того, удалось установить, что вообще нет никаких сведений о его увольнении из КГБ. Как в ФСЗН, так и в других базах данных нет ничего о том, что он вообще работал в гражданских организациях после якобы увольнения. Более того, были установлены любопытные факты из его давней биографии. В середине 2000-х он несколько раз устраивался в частные фирмы, а потом почему-то увольнялся и с легкостью возвращался на работу в КГБ. На что же это похоже? Конечно, на работу под прикрытием. Но выяснится это несколько позже. А пока все выглядело так, что человек хочет помогать протесту и опасается за свою безопасность и семью. Поэтому мы помогли открыть им визу. Это заняло около 2 месяцев. Итак, мистер Икс по нашему приглашению приезжает в Варшаву. Он прошел полиграф и был принят в Байпол. На этот раз полиграф не выявил, что мистер Икс является агентом. Опасения, что он может быть внедренным агентом, были с самого начала, и даже первый полиграф их окончательно не снял. Мы понимали все риски такого шага, но даже минимальные шансы получить в команду такого высокопоставленного сотрудника КГБ с его уровнем допуска, знаний и опыта стоили этого риска и были оправданы. Ведь это открывало большие перспективы в борьбе с режимом и противодействии белорусским чекистам. Изначально было решено в дела организации посвящать его крайне ограниченно, к данным плана Перемога и планируемым мероприятиям вообще не допускать. Ему поручили исключительно медийную работу. Надо сказать, сразу по приезду товарищ Икс вдруг захотел выступить от имени Байпол в СМИ с разоблачением режима. Но мы остановили этот, как тогда оказалось, неофитский порыв. Сначала в коллективе мистер Икс вел себя очень сдержанно, уважительно, однако с каждым месяцем его поведение менялось. Он стал конфликтовать с сотрудниками, стал находить точки разлома во мнениях, в личных отношениях. Он мастерски манипулировал, вызывал конфликты, принимая то одну, то другую сторону.
Он проявлял эрудицию, ораторские способности и напор и начал подминать под себя одного за другим сотрудников Байпол, используя в том числе и шантаж. Он уже, видимо, знал о денежных махинациях купрейчика. О них мы рассказывали в предыдущем фильме. А также ему были известны некоторые семейные скелеты в шкафу отдельных сотрудников. Постепенно, но с завидным упорством, мистер Икс настраивал людей против Азарова и плана Перамога. Помните, мы вначале говорили о том, что он еще в Грузии давил на жалость, что у него заканчиваются деньги, и когда приехал в Варшаву, попросил у нас материальную помощь. Но вдруг из разговоров с ним выяснилось, что он продал свою квартиру в Беларуси. Мы перепроверили эту информацию, и продажа квартиры подтвердилась. На выходных мистер Икс, судя по всему, начал расслабляться и выпивать. И время от времени скидывал в общий чат посты с пропагандистских каналов Лукашенко и Путина. Там и про коррупцию в Украине, и разные сплетни о белорусских демократических силах и наших западных союзниках. Подозрения усиливались. К сожалению, многие факты всплыли уже тогда, когда уже невозможно было что-то изменить. Конечно, он не стоял за хищениями и мошенничеством отдельных бывших сотрудников Байпол. С этим они справились и сами. Но как хорошо подготовленный оперативник и ловкий манипулятор играл на слабостях каждого, чтобы достигать поставленной кураторами цели. Нашлись и такие, кто просто поддался его напору и харизме и позволил себя убедить во всех тех чудовищных обвинениях в адрес Азарова, которые были опровергнуты аудитом и фактами, предоставленными в нашем расследовании. Несколько раз он на пустом месте создал конфликты между Александром Азаровым и представителями офиса Светланы Тихановской, Геральдической Радой и другими организациями. Каким образом? Составляя документы от имени Байпол грубо и неуважительно отзывался об офисе и белорусских историках. Трудно поверить, что такой высокий чин из КГБ не владеет деловым этикетом. Кроме этого, его очень интересовало, откуда демократические силы получают деньги и как эти деньги распределяются. Через голову руководства он настойчиво пытался выяснить это у членов кабинета и офиса Светланы Тихановской. Требовал познакомить его с белорусскими политиками, с сотрудниками иностранных посольств. Для чего, спросите вы? Может, просто человек хотел наладить полезные связи в чужой стране. Только вот он первым делом пытался убедить их, что имеет крайне радикальную позицию, и чтобы ему выделяли финансы на его силовые операции. В общем, человек недавно пришел в организацию и пытался делать то, что ему не поручали. А что же ему было поручено? Провести и написать расследование про КГБ. Вот этого он так и не сделал до своего самого увольнения. Никакой важной секретной информации он так и не предоставил. Общими фразами охарактеризовал ситуацию в КГБ, которая и так была известна. Настаивал на том, что КГБ не причастна к преступлениям против белорусского народа. Якобы этим занималась только небольшая часть их сотрудников, и то только во время выборов. Что, конечно же, неправда. В марте 2023 года по фотографии мы нашли исполнителя фальшивого теракта в городе Гродно. Он был сотрудником наружного наблюдения управления КГБ по Витебской области. И его товарищ Икс точно должен был знать, ведь они вместе служили. Он тщательно разбирал видео и почему-то его не узнал. Только тогда, когда я достоверно установил его личность, товарищ Икс неожиданно прозрел и вспомнил его. Конечно, мы видели эти процессы и пытались помешать его влиянию. Но, как мы рассказывали в предыдущем фильме, в это время прошла операция по подрыву военного самолета А-50. В результате прекратилось финансирование Байпол. Эту ситуацию ловко использовал мистер Икс и начал прямо раскалывать организацию. Все сомнения отпали, и стало очевидно, на кого он работает. Мы немедленно поставили в известность офис Светланы Тихановской. Началось плотное взаимодействие с польскими спецслужбами по разработке мистера Икс. Смущал только пройденный полиграф. Тогда мы пригласили одного из лучших полиграфологов Восточной Европы, основателя Всеукраинской ассоциации полиграфологов. Он специально занимается методиками противодействия полиграфическим исследованиям и может выявить даже тех, кто прошел обучение в спецслужбах по обману полиграфа. Ведь КГБ – это единственная структура в Беларуси, которая обучает своих агентов обманывать полиграф. Полиграфолог подтвердил наши сомнения и выразил готовность помочь. Мистеру Икс предложили пройти проверку у этого полиграфолога. Тогда внедренный агент решил дискредитировать полиграфолога, чтобы иметь основание отказаться от прохождения полиграфа. Он резко и категорически отказался и написал справку по дискредитации самого полиграфолога, разными путями подбив других сотрудников делать то же самое. В своих доводах он ссылался на заказную статью в украинской прессе.
В работе мистера Икс были и другие, мягко говоря, странности. Он с самого начала сообщил, что выступает за крайне радикальные методы, требовал передать ему контакты белорусских партизан, чтобы выполнять его задания в Беларуси. Пытался выведать секретную часть плана Перамога, но, как я говорил, допущен к ней не был. Требовал познакомить его с украинскими партнерами, чтобы получить у них оружие и взрывные устройства. Для чего? Чтобы уничтожить Лукашенко и высшее руководство режима. Он навязчиво интересовался доступными техническими ресурсами плана Перамога, особенно дронами дальнего радиуса действия, и настаивал на ударах по Беларуси с территории Польши и Литвы. Основная его идея была запустить дроны с территории Польши в город Минск во время парада на 3 июля и взорвать трибуну Лукашенко со всеми высшими должностными лицами. При этом он просил не говорить об этом сотрудникам Байпол и действовал скрытно. Возможно, кому-то такая идея покажется очень хорошей, но нас она сразу насторожила, и вот почему. Вы помните провокационные сравнения Байпол в прорежимных медиа с террористическими организациями, при том, что мы всегда заявляли, что боремся исключительно с режимом. Мы не проводим акции по устрашению белорусов. От наших акций не пострадал ни один мирный гражданин. Давайте только представим, что было бы, если бы мы повелись на предложение товарища Икс. Во-первых, мы действительно стали бы в один ряд с террористами, так как удар по трибуне во время демонстрации однозначно привел бы к жертвам среди обычных людей на празднике. А вот поражение главной цели под большим вопросом. Но это не самое страшное. Такой теракт с территории Польши неминуемо привел бы к казус белли между Польшей и Беларусью. Что же должна была сделать польская сторона? Как минимум арестовать всех участников и отдать под суд. Это в лучшем случае. Мы, проигрывая эту ситуацию, пришли к выводу, что в таком случае белорусский режим потребует выдачи всех, кто связан с Байпол и кабинетом, как террористов. И скорее всего польская сторона согласится с этим, чтобы избежать конфронтации и втягивания в войну. А что дальше? Белорусскую диаспору или наиболее активную ее часть признают угрозой национальной безопасности и потребуют покинуть страну. Думаете, это невозможно? Еще как возможно. И в истории новейшего времени это было не раз. Можно вспомнить хотя бы массовые высылки арабов и чеченцев из Франции после терактов в 2020-2022 годах, когда вопрос шел о сотнях лиц со статусом беженцев. Массовые высылки палестинцев из Иордании. Только в сентябре 1971 года из страны было изгнано до 150 тысяч беженцев. Только представьте, что могло случиться с белорусской диаспорой и демократическими силами, если бы случилось то, что запланировали спецслужбы режима. Еще остались у кого-то сомнения, на кого работал этот, с позволения сказать, товарищ? Вывод очевиден и однозначен. И сейчас точно установлено, что этот человек является реальным руководителем так называемого Белпол и стоит в тени за теми, кто выступает публично. К сожалению, он имеет доступ ко всей получаемой ими конфиденциальной информации. Зная методы работы КГБ, можно предположить, что в роли серого кардинала собирать данные и наблюдать, никак себя не проявляя, мистер Икс способен довольно долго. А мы в этот сложный для организации период не только выстояли, очистили свои ряды от нечистых на руку сотрудников, научились новым методам выявления агентов спецслужб, но и сделали определенные выводы. Мы увидели, кто наши настоящие друзья и партнеры, а кто случайный попутчик, а кто и просто враг. Байпол и дальше продолжит свою работу по свержению режима Лукашенко, восстановлению правопорядка и демократии на нашей родине и на благо белорусского народа. Мы всегда будем отстаивать интересы тех граждан, кто не совершал преступления. Белорусы, надеемся на вашу поддержку и помощь в этой борьбе. Разом до перемоги! Живе Беларусь!